Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Господа, надеюсь, все помнят великого и бесстрашного медоеда, который держит в страхе весь африканский континент. И это, надо сказать, дорогого стоит, потому что вся флора и фауна в Африке наглухо отбитая. Так вот, у этого лысого барсука есть еще и личный шпион – паж, который показывает ему, где роятся вкусные африканские пчелы, их мед и, что главное для медоеда, их личинки. Кстати, ролик про медоеда и его сородичей ищите в плейлисте «Семейство куних». В природе нет большего прохиндея, чем медоуказчик. Все его поведение заточено под обман, ложь, предательство и использование других животных в качестве пушечного мяса. По количеству тяжких преступлений даже сорока будет нервно курить в сторонке, а кукушка покажется ангелом. Итак, большой медоуказчик – вид птиц, который прославился своей способностью приводить людей к пчелиным ульям в лесу. Птица может указывать на колонии пчел и животным, например, медоедам или павианам. Обитают в Африке южнее Сахары, предпочитают различные ландшафты, где присутствуют деревья, но не живут в западноафриканских джунглях. Длина тела около 20 сантиметров. Масса примерно 50 грамм. Верхние части тела самца темно-серо-коричневые, а нижние – белые. Горло черное. Крылья покрыты беловатой штриховкой. На плече желтое пятно. Клюв розовый. Пернатые питаются воском и пчелиными личинками, но не могут до них добраться самостоятельно. Поэтому они призывают медоеда или человека. Пока напарник сражается с пчелами, медоуказчик поедает воск. Местные аборигены двояко относятся к этой птице, потому что животное либо поможет им найти сокровища, либо попробует привести их на верную смерть. Все зависит от ее непредсказуемого поведения. В первом случае медоуказчик будет приманивать путников к улью, даже если котел с драгоценным медом находится за много километров от людей. Птица все равно будет летать около двуногих и, понемногу отдаляясь, голосом указывать на место, где располагается улей. После того, как люди найдут улей и соберут мед, задача бандита выполнена. Теперь птица может полакомиться самым главным своим деликатесом. Вот только вы никогда не отгадаете, каким. Мед? Нет. Пчелы? Нет. Личинки? Нет. Воск? Удивительно, но медоуказчик – единственная птица, которая способна его переваривать. В ее желудке живут особые бактерии, которые умеют перерабатывать этот продукт в ценные питательные вещества. Известны случаи, когда медоуказчики просто налетали на восковые свечки и съедали их. Однако давайте разберем случай, если птица встала не с той лапки, и настроение у нее сегодня особенно кровожадное. Вместо улья птица может привести людей к другим хищникам, или стаду крупных копытных. Все это делается для того, чтобы кто-то из участников данной встречи кого-то убил, кого неважно. Главное, что после побоища можно будет полакомиться червями, которые будут размножаться в падали. Абсолютно ту же затею медоуказчик проводит с другими хищниками – леопардами, львами, шакалами, бабуинами. Но особенно крепкий союз у птицы сложился с криминальным авторитетом саванны – медоедом. Уважая лысого барсука за его нереальную крутизну, птица не подставляет его. Не было зафиксировано случаев, когда медоуказчик пыталась бы кинуть медоеда и вела его на верную смерть. Вместо этого пернатый прихвостень всегда ведет барсука к улью пчел, который тот без проблем разрушает.
так как пчелы, даже африканские, не способны пробить толстую кожу медоеда. Найдя гнездо общественных насекомых, медоуказчик криком привлекает внимание зверя, или человека, указывая путь к пчелиным сотам. Птица летит перед медоедом, постоянно издавая особые жужжащие звуки, время от времени присаживаясь на деревья, распушая свой хвост и показывая белые внешние перья, одновременно давая зверю возможность поспеть за ней. Согласно свидетелям, преследующий птицу медоед отвечает на ее призывные крики своеобразным хрюканьем, рычащими звуками или легким шипением и хихиканьем, а по мере приближения к гнезду пчел голос медоуказчика делается все приветливее, и, наконец, она прямо опускается на открытое ею сокровище. Добравшись до улья, медоед использует свои выдающиеся анальные железы, чтобы окурить пчел перед нападением на их гнездо. Таким же образом, например, пасечник всегда использует дым, чтобы укротить пчел перед сбором урожая. Все сыты и довольны, кроме пчел, разумеется, поскольку каждый получил то, что ему было нужно. Паразитируют птички не только на силе и мощи медоеда и прочих обезьяноподобных. Они не вьют гнезда и предпочитают заниматься рейдерским самозахватом у других птах. Самочка медоуказчика откладывает белые яйца порциями по 3-7 штук, всего 10-20 яиц в год. Каждое яйцо она откладывает в гнездо птицы другого вида, причем обычно разбивает при этом ее собственные яйца, увеличивая шансы своего дитятки. Ну и напоследок немного интересных фактов об этой чудо-птичке. В природе медоуказчики практически не имеют врагов. Хищникам нет дела до мелкой птички. Люди тоже не трогают. В Африке этих птиц всегда почитали как единственный способ отведать сладкого на Черном континенте. От освоения пространства и применения химикатов они тоже не страдают. Медоуказчик – одна из немногих птиц, не страдающих от влияния человека. Скорее страдает он. Кстати, только медоуказчик научился звать на помощь более крупное животное. Остальные 16 разновидностей этого семейства предпочитают сидеть рядом с ульем и ждать, пока кто-нибудь его разорит. У взрослых особей очень толстая кожа, которую не прокусить ни одной пчеле, но они предпочитают не рисковать и не отправляются сражаться с пчелами в одиночку. Хотя эти птицы известны человеку с незапамятных времен, изучены они и очень слабо. Большинство видов открыли и описали только во второй половине 20 века и еще даже не начали изучать. У лирохвостого медоуказчика перья изогнуты в форме лиры. В брачный сезон он летает таким образом, чтобы перья издавали звуки, которыми самец привлекает самку. В целом, это очень скрытная и осторожная птичка. Ее можно увидеть только, если она сама этого хочет. В общем, настоящий пернатый разведчик во всей красе. Как вы думаете, такой паразитирующий способ выживания в природе оправдан? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!